Всем привет! Вы на канале Policy.net, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с человеческим лицом. И сегодня я расскажу вам о вот этом смартфоне. Это Meizu 21. Очень сильно вряд ли вы увидите его где-то рядом в магазине, с одной стороны. С другой стороны, мало того, что он напоминает вам Samsung, так здесь еще и получше железо, чем у Samsung. Притом во многих аспектах. С чего хочется начать? Первое, что меня зовут Саня. Второе, не забудьте подписаться на наш YouTube канал для того, чтобы вы могли следить за новинками и оценивать их критично. И второе, не забудьте подписаться на ТГ скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Ну а по поводу этого смарта. Смотрите, здесь у нас есть инфракрасный порт, металлическая рамка, помимо этого 120 Гц экрана, почти 400 ppi у него плотность пикселей. Meizu все еще жива, довольно неплохая оболочка. Я бы даже не сказал, что это второй или третий эшелон. Это один из самых дешевых смартфонов на Snapdragon Gen 3. Он прошел у меня все тесты, притом более-менее удачно, главное, скажем так, прошел. Почему? Потому что на лайв-канале я уже гонял в Твиче, уже ходил одним кадром, делая обзор. У него на основном модуле есть возможность снимать в 8К 30 FPS, хороший тач, великолепная вибра, отличное стереозвучание, две физические симки, довольно компактные габариты, хотя он и скользкий, без чехла, и в целом смарт очень даже интересный за свои деньги. Но стоит ли его брать или нет, вы сейчас узнаете в ролике. Смотрим! Распаковка. Поставляется этот смартфон в белой обыкновенной упаковке с названием и краткими характеристиками модели. Упаковка хорошая, в комплекте мы имеем сам смартфон с защитной пленкой, притом довольно неплохая олеофобка у нее. Блок питания с китайской вилкой на 80 Вт. Напоминаю, что глобалки пока нет и не факт, что она предвидится, вот у нее была бы другая вилка. Довольно длинный кабель для зарядки с Type-C на Type-C и краткое руководство. Плюс, разумеется, ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты, карту памяти, как и во всех подобных смартах, вставить нельзя, исключая хуавеевские. Чехол, разумеется, скромненький максимально. Габариты устройства 156 на 75 на 8 мм без блока камер. Вес устройства 200 граммов. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого мы еще пытаемся iPhone 15 с вами разыграть, но все, как говорится, зависит от вас. Условия по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Полетели. Приобрести Meizu 21 можно в черной, белой, зеленой и фиолетовой расцветке. Внешне смартфон от прошлой модели мало чем отличается, как я уже говорил, дизайн устройства сильно напоминает дизайн смартфонов от Samsung, хотя сейчас все плюс-минус похоже. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка из алюминия. Собран смартфон хорошо, материалы тактильно приятные, в руке данная модель лежит неплохо. Пользоваться одной рукой можно и при этом довольно комфортно, потому что он не такой габаритный. К слову, в белой версии, которую я не купил, потому что мне ближе черная, рамки тоже белые, и это круто. Для кого-то. Защиты от влаги у смарта нет, и это первый звоночек, что это не совсем флагман. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, да-да-да, а у конкурентов уже третьей версии. Два микрофона, основной динамик и разговорный, который также выступает в роли основного звучания, хорошая, громкости достаточно. В целом по звуку в данной модели все волшебно, только чуть-чуть есть все-таки перекос. ИК-порт в наличии, а вот мини-джека нет, что тоже неудивительно. Но удивительно, что нет защиты от влаги при отсутствии мини-джека. Также смартфон не имеет MHL подключения, вибромотор линейный M-Engine Ultra, тактильно приятный, настраиваемый, очень сильный, и можно сказать, что в моем понимании он соперничает с OnePlus-овским, с O-Haptics. Хотя для меня OnePlus-овский поприятнее, но этот помощнее, к слову. В блоке камер можно заметить LED-подсветку в виде кольца, настроить ее можно, и удобно, что ее можно использовать как индикатор уведомлений. С китайскими программами она еще под цвет музыки может играть, но по большей части это бесполезная функция. С другой стороны, как элемент дизайна, конечно, выглядит интересно. Хотя на финфоны в этом смысле уже всех давным-давно переплюнули. Теперь только на гранях уже диода осталось сделать у смартфонов, и все. И будет максимальная маленькая елка. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем Samsung на 6,55
6,5 дюйма и разрешением 2340 на 1080 пикселей. Экран покрыт стеклом, устойчивым к царапинам. Плюс этого дисплея — это минимальные рамки. Смотрится это дело и правда хорошо, плюс рамки все симметричные. Цветовая гамма 100% DCI-P3, HDR10+ поддерживается, плотность пикселей 393 ppi, а пиковая яркость 1800 нит. Можно сказать, средняя плотность пикселей, тоже не флагманская. Он выдает 950 люксов, это очень круто, на 100% яркости, с включенной функцией автоматической регулировки яркости. Экран выдает 1800 люксов. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране. Результат не впечатляющий, плюс мультитач на борту, но на 10 касаний экран откликается очень плохо. И повторяюсь, где-то можно использовать, и кто это где-то использует больше 3 пальцев, пожалуйста, синтезатор, либо помимо этого можно играть 6 пальцев и еще много вариантов. Частота регулировки шима 1920 Гц, шим поднимается до отметки в 15%, что довольно хороший результат. Полноценный Always On Display в наличии. Разблокировать экран можно при помощи ультразвукового сканера отпечатков пальцев Ultrasonic M-Touch версии 2.0, внедренного в экран, и распознавание лиц. Сканер отпечатков пальцев работает шустро и корректно, хоть и бывают проблемы со сканером, а распознавание лица срабатывает хорошо даже под небольшим углом. Зарегистрировать можно 5 отпечатков пальцев и 2 лица, за что плюс. Притом, сканер отпечатков пальцев ультразвуковой, ну, это маркетинг. Да, 5 пальцев можно завести только разных. Да, работает он неплохо, но не идеально и не всегда. Нет у вас 10 из 10 касаний. Во-первых, в него еще попасть надо, он и не такой большой. Во-вторых, задержка примерно около секунды при разблокировке. Но есть такое ощущение, что со временем он начинает работать лучше через неделю использования. Либо ты уже привыкаешь. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра, с 8 ядрами, и максимальная частота у него 3,3 ГГц. К слову, это не самый дешевый смартфон на Snapdragon 8 Gen 3. Напишите в комментах, кто знает, какой еще дешевле, и он попопулярнее будет. Графический процессор Adreno 750, операционная система Fly-ME 10 на базе Android 14 версии. Интерфейс доступен только на китайском и английском языке. В настройках можно найти большое количество функций и технологий для улучшения взаимодействия со смартфоном. К примеру, есть ряд настроек для экрана или для оптимизации расхода аккумулятора, плюс игровой режим. Оперативная память LPDDR5X на 8 или 12 гигабайт, внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 или 512 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, функция VoLTE, поддержка 5G сетей с технологией M-Smart 5G версии 3.0. Разумеется, нет eSIM. Мы помним, что это китайский смарт для китайского рынка. Для 4G сетей Band 7 на борту, а вот 20-го нет. Связь смартфон ловит хорошо и стабильно, датчик приближения отрабатывает корректно. Bluetooth чип установлен в версии 5.3, странно, что не 5.4. Аудиокодеков на борту много, вам хватит. NFC модуль в наличии, можно без проблем устанавливать МРП и оплачивать NFC модулем покупки. GPS-тест в городских условиях показывает максимально стандартную точность в 3 метра. И вроде здесь все хорошо, но как-то по-субфлагмански, если не говорить о процессоре, да? И с Bluetooth, и с бендами, и защита от влаги, и вообще много вопросов. Емкость аккумулятора 4800 мАч. В PC-марке смартфон выдал космические 10 часов 20 минут, но это не удивительно, на максимальной яркости, разумеется. Почему? Потому что плотность пикселей не такая высокая, и экранчик маленький. В Work Performance он выбивает 16 тысяч баллов, смарт поддерживает быструю зарядку на 80 Вт, беспроводной нет. От 0 до сотки в среднем у меня заряжался он за 40 минут. Притом за 10 минут он спокойно у меня заряжался на 50%. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi уходит в среднем 4% заряда, за 1 час в играх с одновременным стримингом на Твиче уходит в среднем 28% заряда. Притом яркость смартфон не сбрасывает, 90 FPS в PUBG держит, но стрим смартфон не вывез. В чем его оказался недостаток основной? Он отрубил микшер звука. То есть он был, получается, перегружен стримом и не давал работать микрофону. Либо это программный какой-то косяк, при том, что это не только у него, это у всего 2-3 эшелона, у Nubia была такая же история. С другой стороны, у OnePlus 12 вообще 90 FPS никак не получить было 40-60. Вот такой вот Gen 3, но не во всех смартфонах. Обзоры еще на них будут. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проводил я несколько раз. Самый злой — это тротлинг-тест на последних процентах у заряда. Притом последние проценты были 40% у заряда, он просто-напросто за 60 минут все 40% съел. 224 гипса минимально, максимально 445 гипсов, в среднем 417 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в синглкоре 1890, в мультикоре 6042, 3D Mark показал Wildlife максимально, Wildlife Stress Test 14996, Wildlife Extreme Stress Test 4689, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. Вантут выдал результат в 1 843 000 попугаев, потратив на тест 8
98% заряда. Это много. Storage тест показал очень приличные 154 тысячи. Это почти топ. Хотя мы видели и по 180 тысяч. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и кольцевой LED-вспышки. Основной сенсор S5K-HP3 на 200 мегапикселей, сверхширик S5K3L6 на 13 мегапикселей с углом обзора в 122 градуса. И последний это сенсор S5K5E9 на 5 мегапикселей. Запись видео доступна с основного сенсора максимум 8К 30 FPS, есть еще 4К 60 FPS, разумеется, и ниже. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя находится в верхней части экрана по центру, и это хорошо. И у него максимальное разрешение для съемки видео 4К 60 FPS, за что отдельный плюс. Различных режимов и вспомогательных функций на борту много, но в плане видео и фотосъемки Meizu 21 показал себя по мне плохо. Еще не забываем на лайв-канале смотреть обзор одним кадром, где я в течение 10 минут рассказываю о смартфоне, используя для этого его основной модуль, основную камеру. В любом случае, короткие примеры вы сейчас увидите, как и сравнение с iPhone 15, как всегда. Нечего андроида с андроидом сравнивать. Нужно понимать, в чем разница. Притом OnePlus 12, по мнению многих, iPhone 15 порвал как тузик грелку при сравнении. Ну что же, классический тест, 4К 60 FPS, дорога, Meizu против iPhone 15. Разница в стоимости примерно процентов 25. И вот так вы сможете снимать рядом с дорогой, притом с 4К 60 FPS. Яблоко может переходить на ультраширик, но Xiaomi, Meizu этого делать не хочет. Почему-то все называю Xiaomi. Такое количество смартфонов у них все-таки. Тестируешь, покупаешь очень большое количество моделей. И ультраширик 4К 30 FPS, и на яблоке я выставил 4К 30 FPS, чтобы вы могли оценить, насколько он хороший. Так, я же только что подхватил волны вот здесь стоя, так что, возможно, мы сразу и проверим влагозащиту. Вот так в 4К 60 FPS вы сможете снимать на Meizu 21 и на iPhone 15. Насколько хорошо, эффективно, эффектно, полезно, с хорошей стабилизацией, решать вам. Многие, кстати, когда я делал сравнение с OnePlus 12, увидели, что OnePlus отработал хуже, чем Meizu. Если вы посмотрите, допустим, точнее, iPhone отработал хуже. Если вы посмотрите на облака, то здесь, наверное, как мне написали, зачем тебе натуральный, но ближе к натуральному все-таки iPhone. По цвету воды то же самое. И в целом единственное на ультраширик я бы X2, один и второй ветер, яблоко прикрываем всегда микрофоны, плюс в АГшном стекле все довольно так печальненько в этом смысле. Вот так вот, находясь в местах рядом с собой, и ультраширик 4К 60 FPS у яблока и 4К 30 FPS у Meizu. Как говорится, все равно надо знать примерно, в чем разница. И сейчас вы можете для себя решить, нужен ли вам ультраширик в 4К 30 FPS. И 1080p 60 FPS, Full HD, ультраширик, оба смарта. И вот сейчас все плюс-минус должно быть где-то одинаково. Но не факт, как говорится. Здесь как повезет. Хорошо, плохо решать вам. Но также можно переходить на основной модуль и на X2. И вот она, фронталка 4К 60 FPS, одинаковое расстояние, Meizu 21 против iPhone 15. Я думаю, разница видна невооруженным взглядом. Если в движении себя снимать, разница тоже видна. Почему? Потому что одно дело посылать картинку с яблока, а другое дело то, что вы видите на Meizu. У нас есть 4К 60 FPS, но как-то говорится, может быть, это просто чтобы цветокором попользоваться или благополучным образом на хромакей что-нибудь туда закинуть. Ну, поняли? Смысла сравнивать нет.
Ну что, два смартфона, 4К 30 FPS, ночь, специально для любителей посмотреть, как что будет с светом работать. Однозначно яблоко рулит, хотя у него по мне шумов больше. Но опять же, я не особо все сейчас вижу. Это ультраширик, это X2, это еще раз ультраширик, это основа. И ну, в таких ситуациях смысл особо сильно разоряться и показывать. Почему? Потому что по неоновой вывеске видно, кто что вытягивает, у кого как алгоритмы работают. Это как Asus сравнивать с Nubia, вот примерно то же самое по съемке. Но опять же, чтобы вы понимали, что ничего звезд с неба не хватает. Если сравнивать, опять же, какой-нибудь как OnePlus снимал, то там можно было бы еще поспорить, что OnePlus 12 делает, и что делает Яблоко 15. А здесь... И тоже касается фронтального модуля, разумеется, 4К 30 FPS, чтобы у нас света было больше, смысл 60 FPS делать не вижу, дневных было достаточно, а ночные так показывают разницу в качестве. Но и то, и другое, с одной стороны, не потребно, с другой стороны, понятно, что яблоко здесь выигрывает, и особо мучить смартфоны я не вижу смысла. Но особенность такая, что яблоко, точнее Meizu, отказалась на 5% у меня снимать видео. То есть у него зарядка была 4%, он мне сказал, я вообще снимать ничего не буду. Я слишком разряжен. Вот такая магия. И вот 4К 60 FPS. Чем живем, то и снимаем. Опять же, скорее всего, вы бы так же делали, да? Ну или кто-то из вас сделает. Вот так вы сможете снимать байки. Это я здесь страховку продлеваю. Если что, страховка получается 2600 рублей на один байк на год. Вот, полная. Байков, кстати, мало. Скупили все сезон. Притом вот дешевых много, а дорогих нет вообще в наличии. Их все надо ждать. АДВшки 350. 600, кстати, нету, не видно. Вот так. И на яблоке можно ультраширик делать. Ну что, начнем анализ фото. На яблоке я испортил кадр тем, что я, получается, пальцем помешал. Но давайте по детализации посмотрим, у кого лучше она. На одном и том же расстоянии, ну, здесь все ясно. Яблоко выигрывает. И опять же, я не собираюсь очень долго анализировать фотографии. Почему? По той причине, что Meizu сливает по полной программе практически всем. Не только яблоку, но и андроидам. ISO 50, апертура 1.6. При том, что яблоко, конечно, не образец по фото. Есть те, у кого есть лучшие телевики, те есть, у кого есть лучшие основные модули, ультраширики. По фронталкам я не скажу, что есть кто-то лучше яблока, но вот так. ISO 102, апертура 1.7 была у Meizu. И в целом фотография что та приятная, но если мы начинаем копать, смотреть на небо, на то, как передаются цвета, на детали, разумеется, Meizu сливает. И, повторяюсь, исходники скачивайте у меня и смотрите сами и оценивайте. Ну и здесь достаточно посмотреть, что да, может быть и не совсем удачно я выгляжу на фотографии от яблока, и у Meizu вроде бы все чище, но, разумеется, цвета Meizu неправильно передает эта фронталка. Разумеется, если выбрать удачную фотографию у яблока, я просто делаю все навскидку, то все будет лучше. И даже при выборе этих фотографий, что я выберу, разумеется, я выберу яблочную, потому что даже посмотрев на волосы, хотя здесь видите, какой шум лютейший, из этой фотки такую легко сделать, даже лучше. А вот из этой фотки уже ничего не сделаешь. Плюс, повторяюсь, скинтон, цвет кожи просто не в Красную Армию, то, что позади меня не в плохо, и вот так. Ну и теперь сравнение ночных фотографий. С ночными фотографиями все очень просто. Мы смотрим на то, как кто отработал со светом. Слева у нас яблоко, справа Meizu. А ISO 1000 была на яблоке, на Meizu ISO было почему-то 25188, может быть, поэтому и получилась какая-то белиберда, но сказать, что она плохая фотография у Meizu, я не скажу. Уровень не яблочный, хотя, с другой стороны, видите, вот с этим светом, допустим, Meizu справилась лучше. Но от того, что она справилась, ну да, она вытянула какие-то участки здесь, видите, то, что яблоко вообще не видело. Но не будем гадать. В целом, по фото, здесь и по деталям, здесь неприятным для глаза, разумеется, яблоко лучше. И супер быстрый анализ фотографий я закончить хочу вот этой фоткой. Почему? Потому что больше сотни смартфонов я делал фотографию в одной и той же локации с 30-го этажа, основной модуль, вот это храм истины. И худшего, наверное, я мало видел у кого. В
целом фотография красивая, потому что пейзаж красивый. А так и по детализации, и по цветам, и по динамическому диапазону все плохо. Скачивайте исходники у меня, сравнивайте, что мог, допустим, не знаю, какой-нибудь IQ Z8 за 18 тысяч рублей, и делайте выводы сами. Почему? Потому что мобильная фотография — это прям вкусовщина. В принципе, так же, как и видео. В целом, не камерафон вообще. Ну что же, 4К 60 FPS, съемка с одной руки, на фронталку перейти, разумеется, нельзя. На основном модуле вы видите съемку, если уходить на X2, то все довольно быстро, может быть в каком-то смысле плавно. Максимальные иксы смотрим. Максимум X10. Переходим на единичку и вот так сможете снимать в условиях довольно неплохого освещения. Отключение Beauty Face, фронтальный модуль и тест был в 1080p 30 fps, если в 4К 60 fps необходимо руку довольно сильно вытягивать. Но стаб мне здесь уже нравится. Может быть, мне так кажется, и роллинг шаттера я не вижу тоже. 4К 60 fps, немного маркета внутри. И сейчас будет немного маркета снаружи, как мне говорят. Снимай нормально, не снимай как ошалелый. Не снимай как все люди, да? Ну вот как-то его колбасит даже с двух рук. Хотя я стараюсь плавно снимать. Немного елки. Ночной. И ночное видео уже на рынке. Опять же чуть-чуть. Немного ночной фронталки. Плохо, что нужно далеко телефон от себя держать. Фронталка 4К 60 FPS. 4К 60 FPS. Позади меня, кстати, очень много красивых облаков. И вот так вы их сможете увидеть, так не сможете. И 4К 60 FPS. Стараюсь плавно снимать. И, как говорится, совсем немного посмотрим. Общий вид, фастфуд, камера дышит слегка. Но при желании, как вы видите, можно и подснять. Там довольно неплохо. И блин, дышащий. Хотя снимаю с двух рук, еще и с упора. Всем, кому важно, как музыку пишет смартфон во время концерта. Вот, пожалуйста, наслаждайтесь. Как звук он пишет, как он справляется с картинкой, которая движется. Примерно так мы сможем снимать на концерте, при том в довольно приличном расстоянии от объекта. Ультраширик. Да, ультраширик работает только в 4К 30 FPS. Все мультик смотрели. И 4К 60 FPS. И 4К 60 FPS, пример работы основного модуля. Такой же пример в обзоре одним кадром, только намного более длинный. Хочу отметить маленький момент. Сейчас читал комментарии под обзором на Nubia, которая Red Magic ZTE, которая 9 Pro Plus. Друзья, в какой момент времени мы стали оценивать смартфоны по внешнему виду? Как большинство пишет, почему-то Meizu не белое купил, оно было бы что лучше? Или почему я должен хвалить Red Magic, если он плохой, но выглядит, по мнению кого-то, волшебно? В общем, давайте помнить, что это железяки, маленькие компьютеры, и в первую очередь мы оцениваем их функциональность, а не внешний вид. А внешний вид пусть оценивает прекрасная половина человечества. Прям если как основное. Хотя, опять же, я понимаю, что все это сексизм, и мне за него стыдно, но главное не внешний вид.
все равно. Минусы: нет мини-джека, старый разъем USB Type-C, нет защиты от влаги и пыли стандарта IP68, нет 20-го бенда, нет русского языка, не факт, что появится глобалка. Разумеется, нет eSIM и довольно рандомный расход, кстати, заряда у меня получился. Притом в одних и тех же сценариях смартфон поедал разное количество батареи. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Отменять девайсу да или нет вы сейчас узнаете. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Резюмировать я бы хотел довольно просто и больше цифрами. В каком месте это флагман? Это не флагман, это не флагманская съемка, это субфлагманская съемка. Отсутствие защиты от влаги какой-либо, а это не флагманский уровень. Это отсутствие беспроводной зарядки, и это тоже не флагманский уровень. Это Type-C-шник, который не версии 3, и это тоже не флагманский уровень. Плотность пикселей 400 ppi, это не 500 ppi, не 450 ppi. И это уже тоже не флагманский уровень. Тогда что мы получаем в сухом остатке? Мы получаем просто звание одного из самых дешевых, а это не самый дешевый смартфон, на Snapdragon Gen 3. Ну и все. И неплохой пиар. Опять же, относительно ограниченный. Когда говорят, что продали за первые сутки 25 тысяч экземпляров Meizu 21, почему-то не говорят, сколько продали потом. А поверьте мне, очень мало. Второе. Много ли для Китая с населением больше миллиарда 25 тысяч экземпляров смартфонов? Ну-ка, а кто больше 100 тысяч продавал экземпляров, а кто больше миллиона на старте продаж? Это капля в море. Meizu 21 не торгуется везде и вся в Китае, их нет в витринах, их нет в обычных магазинах, у них есть отдельные офисы. Если вы будете его приобретать, я вам буду как блогер только благодарен. Почему? Потому что они не загнутся, я смогу их покупать и рассказывать о них. Он интересный. Стал бы я его советовать? Разумеется, нет, потому что ты очумеешь его продавать, а флагманского в нем только название, по большому счету. Если в прошке они что-то добавят, хотя бы беспроводную зарядку, или хотя бы защиту от влаги, или вот что-то, или хотя бы топовый экран, то тогда от этого можно танцевать. А пока здесь нет 20-го бенда, пока здесь нет русского языка, непонятно что, к чему и как. Внешне классный, почти Samsung внешне, но у Samsung, даже у Дешмана, у Samsung A54 там есть защита от влаги, здесь ее нет. И да, это показатель флагмана, а все остальное это курам, как говорится, насмех. Почему? Потому что телефон хороший, мне понравился, но 50 тысяч рублей, за него хотят, он не стоит однозначно. Притом Meizu вряд ли спустит ценник, потому что им как-то надо окупать себя и потихонечку выходить на мировой рынок. Но мне кажется, что это произойдет очень даже не скоро, потому что для этого нужны сервисы, сертификация, свои магазины, и это очень много денег. А когда ты продаешь в первый день 25 тысяч экземпляров, это тебе не позволит выйти никуда. Они молодцы, что на локтях ползут, у них реально внешне флагманское устройство, это по ощущениям, а бренд, операционка меня радует, никаких претензий к ним как к бренду нет, но чтобы им что-то там расправиться, им надо либо с кем-то скооперироваться, кому-то продаться удачно, либо второй вариант, делайте, правда, прям флагманы в те же деньги. Не так и много нужно для того, чтобы сделать флагман. От меня девайсу однозначное да, подписывайтесь на канал с колоколом, добра и удачи вам, дорогие друзья.